В живописном побережье Флориды, где Атлантический океан встречается с небом в потрясающем коктейле из цвета и звуков, раскинулась атомная станция Turkey Point. Turkey Point. Этот значимый объект, открывший свои ворота для мира в 1973 году, стал не только важным энергетическим центром, но и символом технологического прогресса. Следует отметить, что Turkey в данном контексте совершенно не имеет никакого отношения к Турции, а переводится как «индик», что добавляет некоторую легкомысленную ироничную нотку к названию этого серьезного и ответственного объекта. Подобные детали зачастую могут вызвать улыбку, но за ними стоит серьезная работа и огромные усилия множества людей. Станция состоит из двух главных энергоблоков, построенных по проекту Westinghouse, каждый из которых обладает впечатляющей мощностью в 693 МВт. Кроме того, на ее территории функционируют два дополнительных энергетических блока, мощность которых в совокупности достигает 404 МВт. Эти блоки используют в качестве топлива разнообразные источники, такие как мазут, природный газ, отработанное масло и пропан, что очень важно для обеспечения надежности и устойчивости энергоснабжения. Таким образом, Turkey Point обеспечивает электроэнергией всю южную часть Флориды и занимает третье место по величине среди генерирующих станций в штате и 11-е место по уровню выработки электроэнергии в Соединенных Штатах, что свидетельствует о ее критическом значении для экономики региона. Если рассматривать экономические аспекты функционирования Turkey Point, то следует отметить, что стоимость строительства атомных энергоблоков, если перевести на современные денежные единицы, составляет колоссальную сумму в 1,13 миллиарда долларов США каждый. Эти цифры ставят проект в 9-ю каплю на весы значительных финансовых вложений, связанных с развитием энергетической инфраструктуры. Такие затраты еле оправдываются ожидаемой отдачей и важностью обеспечения энергетической безопасности. Недавно стало известно, что Комиссия по ядерному регулированию, ответственной за контроль и безопасность ядерных объектов, выдала управляющей компании Florida Power and Light лицензию на строительство и эксплуатацию двух новых реакторов Westinghouse AP-1000 на площадке Turkey Point. Это решение является еще одной вехой в эволюции атомной энергетики и подразумевает использование новейших технологий, которые позволят улучшить эффективность и безопасность работы. Эти реакторы, обладая электрической мощностью порядка 1,1 ГВт, не только предназначены для повышения мощности станции, но и будут продаваться на международном рынке, что открывает новые горизонты для сотрудничества и обмена опытом в области атомной энергетики. Примечательно, что историческая судьба Turkey Point не была лишена драматизма и сложных испытаний. Одним из самых значительных событий стало происшествие 8 мая 1974 года, когда во время работы реактора на предельной мощности были проведены испытания всех трех насосов аварийной питательной воды, обслуживающих энергоблок номер 3. К сожалению, вся система дала сбой, что создало реальную угрозу потенциальной аварии, ничем не отличимой от катастроф, о которых сюжетами полнится кино. В результате тревога была объявлена на станции и в окрестностях, а работающие сотрудники, а также местные жители были быстро проинформированы об угрозе, возникающей от сбоя в системе. На станции сработала система экстренной тревоги, что, безусловно, обеспечило быструю реакцию и помогло избежать возможных последствий. Эти напряженные моменты еще раз подчеркивают важность тщательной работы всех служб безопасности и контроля на атомных объектах. Ведь даже малейший сбой может перерасти в катастрофу,
если к нему отнестись небрежно. Еще одно заметное событие в истории станции произошло 24 августа 1992 года, когда ураган Эндрю изверг свое могущество на Тюрки-Пойнт. Этот разрушительный ураган, последствия которого ощущались по всей территории, нанес прямой удар по объекту, уничтожив 2 природных резервуара для охлаждающей воды и системы противопожарной защиты. Ураган причинил серьезный ущерб зданиям, не связанным с энергией реакторов, и разрушил дымовую трубу первого энергоблока, которую впоследствии снесли и восстановили заново. Однако нужно отметить, что именно благодаря высокой надежности и качеству конструкций здания с реакторами остались нетронутыми, что стало результатом продуманного проектирования. Они были построены с учетом необходимости выдерживать ураганы, способные развивать скорость ветра до 380 км/ч, что значительно превышает пределы ветров 5-й категории ураганов. Это свидетельствует о том, насколько важным является не только строительство, но и проектирование объектов, способных пережить стихии, которые наводят страх на любого, кто оказывается в их пути. В более свежей истории, 18 марта 2017 года, на станции произошла электрическая неисправность в распределительном устройстве 3-го энергоблока, что привело к отключению реактора, и вновь напомнило о том, насколько важно поддерживать в исправности системы безопасности и контроля на таких объектах. Учитывая конструктивные особенности и современные технологии, угрозы для местных жителей или окружающей среды не возникло. Однако подобные ситуации всегда требуют внимательной оценки и глубокого анализа. Неисправность электропроводки обернулась коротким замыканием, в результате чего один из работников станции получил незначительный ожог. Этот случай стал тревожным напоминанием о том, что на атомной станции даже самые небольшие сбои могут вызвать тяжелые последствия, если не будет проявлено должное внимание к процессам и технологиям обеспечения безопасности. Поэтому подобные инциденты требуют не только технического расследования, но и глубокой рефлексии о том, как улучшить существующие механизмы защиты. На территории Тюрки-Пойнт расположился огромный заповедник дикой природы, который стал важной экологической инициативой и сыграл ключевую роль в сохранении вида североамериканского крокодила, находящегося под угрозой исчезновения. Вместо традиционных градирен на станции образовалась обширная сеть каналов протяженностью 270 километров и охватывающая площадь, равную 26 квадратных километров. Эти каналы представляют собой уникальную экосистему, где всегда поддерживается комфортная температура воды, что создало идеальные условия для обитания и размножения североамериканских крокодилов. Обеспечение этих рептилий необходимыми условиями для жизни становится важной задачей. Эти уникальные создания, в отличие от своих братьев американских аллигаторов, отличаются более утонченными чертами. Их стройное тело и заостренная морда становятся важными атрибутами их выживания в условиях, где борьба за существование идет не на жизнь, а на смерть. Федеральные агентства и экологические организации внимательно следят за их состоянием, что говорит о высоком уровне ответственности за судьбу этого уникального вида. В 1978 году в каналах станции появились первые детеныши североамериканских крокодилов, что стало счастливым событием и положительным знаком для дальнейшего роста и фанджи-популяции рептилий в этом искусственном биотопе. Искусственные бермы каналов стали идеальным местом для гнездования рептилий, а пресная вода, которая всегда находилась под контролем, оказалась критически важной для выживания молодняка. В этой гармоничной экосистеме животные могут успешно развиваться,
Но нельзя забывать, что для крокодилов необходимо несколько месяцев, чтобы развились специальные железы для адаптации к морской среде. Это ветви параллельные, что еще раз подчеркивает, как важно создать и поддерживать благоприятные условия для жизни и роста, чтобы содействовать природному искусству и восстановлению экосистемы. Тем не менее, сложно игнорировать и негативные факторы, которые также влияют на жизнь этих уникальных существ. В середине 2010-х годов ухудшение состояния окружающей среды в результате плохого качества воды привело к экологическому коллапсу в системе. Это колебание здоровья экосистемы стало катастрофическим для большинства видов, обитающих в этих водах. И в результате многие из них оказались под угрозой исчезновения. Водоросли, воспитывающие жизнь в этих водах, погибли, крокодилы начали голодать. И это резко сократило их популяцию, став страшным звоночком для экологов и защитников природы. Вода, омывающая реакторы, по мнению экологов, вызывала мутации и болезни у североамериканских крокодилов, что создало еще больше поводов для беспокойства. Их исчезновение стало одной из центральных тем обсуждения в сфере экологии Флориды и потребовало немедленного реагирования на угрозы, исходящие от взаимодействия человека с окружающей средой. Ведь именно в этой гармонии заключается будущая судьба всех живых существ. Несмотря на предстоящую лицензию на 20-летнее продление эксплуатации Тюрки-Пойнт, негативные факторы продолжают оказывать влияние на крокодилов и их экосистему. Ожидается, что работа станции в течение следующего десятилетия окажет значительное влияние на популяцию и общее состояние крокодилов в этой экосистеме, а также на вид в целом. Экологи надеются на осуществление изменений, которые приведут к улучшению ситуации и, возможно, к восстановлению численности этого уникального вида. Однако пока будущее крокодила остается неопределенным. И именно это волнение становится важной частью борьбы за сохранение природы и защиты уникальных видов, находящихся на грани исчезновения. Каждая инициативная программа, каждое действие, направленное на восстановление и защиту этого хрупкого отряда природы, становится значимым шагом на пути к сохранению жизнеспособности таких уникальных животных, как американский крокодил.